Привет, Тай! С вами канал Таюн Камперсан Джанкук, ваш ежедневный источник самых свежих, горячих и захватывающих новостей о BTS. От срочных новостей до трогательных моментов у нас есть все, что вам нужно. Обязательно подпишитесь и оставайтесь с нами, потому что контент BTS уже в пути. После того единственного селфи с камбэка все изменилось. Никаких заявлений, никаких объяснений, просто Тэхён, Чингук и тишина, которая заставила ARMY плакать. Мы думали, это просто селфи, но через несколько минут ARMY поняли, что что-то не так. То, что произошло между Тэхёном и Чингуком, заставило фанатов прослезиться. В тот момент, когда селфи с камбэка появилось на экранах, интернет взорвался от волнения, потому что Тэхён и Чингук снова улыбались, стояли рядом, как будто ничего не изменилось. На мгновение ARMY поверили, что месяцы молчания, напряжения и слухов наконец закончились. Но когда фанаты присмотрелись, что-то показалось другим. Улыбки не доходили до их глаз. Дистанция между ними ощущалась громче, чем любой заголовок. И в течение нескольких минут теории начали распространяться быстрее, чем сама фотография. Потому что это было не просто селфи, это походило на сообщение, тихий, тщательно контролируемый момент, предназначенный для того, чтобы успокоить мир, скрывая что-то более глубокое за ним. А поскольку часы проходили без какого-либо продолжения, без прямых эфиров, без подписи, без взаимодействия между ними, волнение медленно сменилось беспокойством. Люди начали пересматривать старые моменты, сравнивать язык тела, вспоминая обещания, данные когда-то на сцене и в интервью, где они клялись, ничто никогда не сможет встать между ними. И внезапно этот контраст ранил еще сильнее, потому что после всего, через что они прошли вместе, это молчание ощущалось тяжелее любого скандала. А затем появились мелкие детали, которые окончательно сломили ARMY. Тэхён лайкал посты, но не комментировал. Чингук выходил в прямой эфир, но ни разу не упомянул селфи. То, как они избегали имен друг друга, словно хрупкого стекла. Фанаты поняли, что этот момент камбэка был не воссоединением, а напоминанием о том, что что-то уже изменилось за закрытыми дверями. Некоторые полагали, что они поссорились, другие считали, что они защищают друг друга от давления, третьи опасались худшего, что связь, которую все считали нерушимой, теперь вынуждена тихо выживать в тени. И когда наступила ночь, ленты ARMY заполнились слезами, эдитами и сообщениями о том, что больно сильнее, потому что они все еще заботятся, потому что ты видишь любовь, но также видишь и боль. И именно это по-настоящему уничтожило фанатов. Не гнев, не предательство, а ощущение, что Тэхён и Чингук стояли вместе для всего мира, неся что-то тяжелое в одиночку. И это единственное селфи с камбэка стало одним из самых душераздирающих моментов в их истории, не из-за того, что оно показало, а из-за всего, чего оно не показало. И чем дольше тянулось молчание, тем очевиднее становилось, что дело не просто в графиках или времени, а в эмоциях, тщательно скрываемых под маской профессионализма. Потому что каждое последующее движение казалось рассчитанным. Чингук подбирал слова осторожнее, чем когда-либо, выглядя спокойным, но отстраненным, и фанаты чувствовали тяжесть, которую они несли, даже без единого признания. ARMY начали замечать, как изменилось их взаимодействие. Как зрительный контакт задерживался на секунду дольше, а затем исчезал. Как смех звучал тише, почти сдержанно, словно они боялись раскрыть слишком много. И этот страх ранил больше всего, потому что он предполагал, что они больше не свободны быть самими собой, как когда-то. Поздним вечером всплыли старые клипы, моменты, где они обещали идти вместе, несмотря ни на что, моменты, где они опирались друг на друга в трудные времена. И эти воспоминания делали настоящее невыносимо болезненным, потому что они показывали, насколько глубокой была их связь когда-то и как тщательно она теперь охранялась. Некоторые фанаты говорили: «Вот как выглядит взросление». Другие говорили: «Вот как выглядит жертва». Но многие просто говорили: «Это похоже на потерю чего-то драгоценного без объяснения причин». И пока дни проходили, камбэк продолжался. Рекламные графики, улыбки в интервью на камеру. Тем не менее, пропасть оставалась, невидимая для посторонних, но разрушительно ясная для тех, кто действительно наблюдал. Тэхён и Чингук все еще были там, все еще вместе, все еще улыбались. Но легкость, тепло,
невысказанный комфорт, который когда-то определял их, чувствовались тише, почти как секрет, которым они больше не могли открыто делиться. И ARMY тогда поняли, что слезы были не из-за расставания или слухов, а из-за сочувствия. Потому что видеть, как два любимых человека защищают друг друга, сдерживаясь, иногда более душераздирающе, чем наблюдать, как они распадаются. И это селфи с камбэка навсегда останется в памяти не как счастливое возвращение, а как момент, когда фанаты поняли, что некоторые связи не исчезают, они просто меняются. И иногда самая сильная любовь – это та, которая остается безмолвной, даже когда мир наблюдает. И с каждым новым выступлением, каждым интервью, каждым тщательно отредактированным закулисным клипом ARMY продолжали искать ответы в самых маленьких моментах. В том, как глаза Чингука следили за Тэхёном, когда он думал, что никто не смотрит. В том, как Тэхён инстинктивно поворачивался к Чингуку, прежде чем остановить себя, словно вспомнив, что камера здесь. И эти крошечные паузы говорили громче любых слов, потому что они раскрывали привычку, память и близость, которая не исчезает в одночасье. И фанаты начали понимать, что бы ни произошло, это не было чем-то простым или внезапным. Это казалось чем-то, что тихо накапливалось со временем, чем-то достаточно тяжелым, чтобы изменить то, как два человека, которые когда-то двигались как одно целое, теперь должны были постоянно напоминать себе сохранять самообладание. И что сломило ARMY еще сильнее, так это осознание того, что ни один из них не выглядел злым или холодным. Они выглядели уставшими, эмоционально осторожными, как люди, которые все еще слишком сильно заботятся. И это осознание превратило печаль в боль в сердце. Потому что это предполагало, что дело было не в потере чувств, а в защите чего-то хрупкого от разрушения внешним миром. А потом наступили ночи, когда Чингук публиковал поздние сообщения о росте и силе, а Тэхён делился фотографиями, наполненными одиночеством и искусством. И фанаты соединяли точки, видя, как два человека переживают одну и ту же боль по-разному, но никогда не упоминая имен друг друга. И казалось жестоким, что люди, которые когда-то находили утешение вместе, теперь должны идти параллельными путями в тишине. И со временем ARMY перестали требовать объяснений и начали предлагать поддержку, потому что иногда любовь не нуждается в громких доказательствах. Иногда она выживает благодаря сдержанности, дистанции, невысказанному пониманию. И селфи с камбэка медленно изменило свое значение. Оно перестало быть намеком или загадкой, а стало тихим обещанием. Несмотря ни на что, они все еще стоят рядом, даже если близость выглядит по-другому, даже если мир больше не может видеть то, чем они делятся. И вот почему ARMY плакали. Не потому, что история закончилась, а потому, что она созрела, превратилась во что-то более сложное, более болезненное и более реальное. Связь, которая не исчезла, а эволюционировала во что-то, что нужно было защищать любой ценой. И глубоко внутри фанаты знали, что однажды, когда давление ослабнет и время покажется безопасным, эта тишина наконец обретет смысл. И до тех пор это единственное селфи останется символом любви, терпения и жертвы, моментом, который доказал, что некоторые связи настолько глубоки, что их не нужно объяснять. Их просто нужно чувствовать. И даже сейчас, спустя долгое время после того, как первоначальный шок утих, этот момент все еще живет в памяти ARMY, потому что он навсегда изменил то, как фанаты наблюдают за ними. Каждая улыбка анализируется, каждая дистанция измеряется, каждая тишина ощущается немного глубже, чем раньше. И то, что когда-то казалось беззаботным, теперь кажется значимым, потому что Тэхён и Чингук больше не просто айдолы, делящие кадр. Это два человека, справляющиеся с чем-то сложным под неумолимым прожектором. И это понимание смягчило боль, в то же время сделав ее тяжелее, потому что фанаты поняли, что любить их также означает принять, что не все принадлежит публике. Не каждая эмоция может быть разделена, и не каждая связь может оставаться прежней навсегда. И все же, несмотря на все это, все еще бывают моменты, которые дают надежду. Мимолетные, незапланированные моменты, когда инстинкт побеждает осторожность, общий взгляд, тихий смех, шаг, сделанный ближе без раздумий. И в эти секунды ARMY вспоминают, почему они так сильно поверили в первую очередь. Потому что реальные связи оставляют следы, как бы сильно вы ни пытались их скрыть. И селфи с камбэка
оглядываясь назад, никогда не предназначалось для того, чтобы отвечать на вопросы. Оно предназначалось для того, чтобы заверить мир, что они все еще здесь, все еще стоят, все еще движутся вперед, даже если дорога теперь выглядит иначе. И, возможно, это самая трудная правда, которую приходится принять фанатам, что рост может быть болезненным, что любовь может менять форму, и что иногда самые сильные истории рассказываются не через драматические признания, а через стойкость, через выбор остаться, через появление, даже когда это больно. И поэтому Эйяр и Муай плакали не от отчаяния, а от узнавания, потому что в Тэхёне и Чингуке они увидели нечто глубоко человеческое. Борьбу между удержанием и отпусканием, между тем, что ты чувствуешь, и тем, что тебе разрешено показывать. И вот почему это единственное селфи с камбэка никогда не будет забыто. Потому что оно ознаменовало момент, когда фантазия дала трещину, а реальность вступила тихо, честно и мучительно красиво, напоминая всем, что некоторые истории не заканчиваются. Они просто продолжаются в тишине, ожидая того дня, когда их, наконец, можно будет понять без страха. И пока эта тишина продолжает тянуться, становится ясно, что эта глава никогда не предназначалась для того, чтобы быть громкой или легко понятной, потому что некоторые истории пишутся и сдерживаются в моменты, когда ничего не происходит, но все меняется. А Тэхён и Чингук, кажется, живут внутри этого пространства, где эмоции тщательно складываются и переносятся тихо изо дня в день. И Эйяр Муай медленно учится читать этот язык. Язык тонкости, терпения, любви, которая не нуждается в подтверждении, потому что она уже существует. И фанаты начинают замечать, что даже когда они стоят порознь, их соединяет невидимая линия, знакомства, которое никогда не угасает. Комфорт, который все еще проявляется в инстинктивных реакциях и общем тайминге. И это осознание приносит другую боль. Не резкую, не шокирующую, но глубокую и затяжную, потому что она кажется реальной. А реальность редко дает четкие ответы. И, возможно, вот почему этот момент находит такой сильный отклик, потому что он отражает саму жизнь, где люди растут, меняются, защищают то, что имеет значение, и иногда отступают не потому, что перестали заботиться, а потому, что заботятся слишком сильно. И под тяжестью ожиданий, славы и бесконечных спекуляций Тэхён и Чингук продолжают двигаться вперед, вместе и по отдельности одновременно, доказывая, что связи измеряются не тем, насколько близко стоят два человека, а тем, насколько глубоко они понимают друг друга даже в тишине. И Эйяр и Муай начинают отпускать потребность определять то, что они видят, выбирая вместо этого доверять тому, что они чувствуют. Потому что чувства не лгут, даже когда слова отсутствуют. И в этом тихом доверии есть исцеление, мягкое принятие того, что по какому бы пути они ни шли, он принадлежит им. И любить их означает позволить им пространство для свободного прохождения этого пути. И поэтому селфи с камбэка остается застывшим во времени, не как вопросительный знак, а как поворотный момент, когда фанаты научились любить по-другому, поддерживать без требования и верить без необходимости доказательств. Потому что некоторые связи слишком искренни, чтобы их объяснять, и слишком сильны, чтобы исчезнуть. И однажды, возможно, через много лет, когда давление ослабнет и мир двинется дальше, эта тишина наконец заговорит. И когда это произойдет, Эйяр и Муай вспомнят этот момент. Не со слезами, а с пониманием, зная, что они стали свидетелями чего-то редкого, связи, которая выжила не благодаря шуму, а благодаря тихой силе, терпению и невысказанному обещанию, что даже когда все меняется, некоторые вещи остаются глубоко верными навсегда. И до того дня история продолжает разворачиваться в маленьких, обыденных моментах, которые могут почувствовать только те, кто действительно обращает внимание. Моменты, когда графики неожиданно совпадают. Когда их имена упоминаются отдельно, но реакции отражают друг друга. Когда утешение предлагается, не будучи видимым. И Эйяр и Муай начинает понимать, что не всем главам суждено иметь кульминацию. Некоторым суждено дышать медленно, учить терпению и зрелости. И в этом тихом продолжении есть странная красота, потому что Тэхён и Чингук больше не застыли в идеальном образе. Они растут, развиваются, учатся нести свою историю, не позволяя ей обременять их. И этот рост горько-сладок,
Потому что он просит фанатов тоже расти, отпустить потребность в определенности и принять доверие. И по мере того, как время идет вперед, слезы смягчаются в тепло, боль, в гордость. Потому что, несмотря ни на что, они все еще здесь, все еще творят, все еще стоят в одном и том же мире. Даже если их пути не всегда идеально совпадают. И, возможно, это и есть настоящее послание, скрытое в селфи с камбэка. Не прощание, не обещание того, что было, а напоминание о том, что связь – это не постоянная близость, а выбор уважения, заботы и понимания на протяжении каждой фазы. И поэтому ARMY продолжают наблюдать, но уже не с отчаянием, а с тихой верой, веря, что все, что остается невидимым, все еще реально, все еще значимо и все еще живо. И в этой вере есть исцеление, мягкое принятие того, что по какому бы пути они ни шли, он принадлежит им. И любить их означает позволить им пространство для свободного прохождения этого пути. И поэтому селфи с камбэка остается застывшим во времени, не как вопросительный знак, а как поворотный момент, когда фанаты научились любить по-другому, поддерживать, не требуя, и верить, не нуждаясь в доказательствах. Потому что некоторые связи слишком подлинны, чтобы их объяснять, и слишком сильны, чтобы исчезнуть. И однажды, возможно, через много лет, когда давление ослабнет и мир двинется дальше, эта тишина наконец заговорит. И когда это произойдет, ARMY вспомнит этот момент. Не со слезами, а с пониманием, зная, что они стали свидетелями чего-то редкого, связи, которая выжила не благодаря шуму, а благодаря тихой силе, терпению и невысказанному обещанию, что даже когда все меняется, некоторые вещи остаются глубоко верными навсегда. Фиолетовое сердце заключения. Связь, которая не нуждается в словах. Вот она, еще одна история, которая доказывает, что самые сильные связи – это те, которые не нуждаются в постоянном подтверждении. То ли через тихие намеки в Итвоне, то ли через непоколебимую поддержку на Mama Awards, Тэхён и Чингук снова и снова показывают нам, что их связь способна выдержать любой шторм. Если вы почувствовали эту связь так же, как и мы, обязательно поставьте лайк этому видео и оставьте комментарий о вашем любимом моменте Тэгуков, который доказал их единство. Ваша поддержка помогает нам продолжать делиться этими глубокими инсайтами. Подписывайтесь на Taeyong Jungkook, чтобы не пропустить ни одну деталь их удивительного пути. Увидимся в следующем видео.